Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами двумя своими рецептами вкуснейшего веганского молочного шоколада. Ингредиенты подбирала до тех пор, пока не была полностью удовлетворена конечным результатом, как по вкусу, так и по текстуре. Итак, первый способ классический на водяной бане. Количество ингредиентов оставлю под видео. Здесь беру двойную норму от указанных ингредиентов. Итак, приступим. Мелко нарезаю какао тертое и какао-масло. Это необходимо для того, чтобы ингредиенты быстро и равномерно растопились на водяной бане. Добавляю измельченный в пудру кокосовый сахар, это важно, чтобы не было крупинок, и кешью пасту. Заранее нагреваю воду в кастрюле, не доводя до кипения, и оставляю на горячей плите. Ставлю поверх кастрюли миску с ингредиентами для шоколада, так, чтобы вода не касалась дна миски. И непрерывно мешаю лопаточкой, чтобы ингредиенты быстрее растопились. Очень важно не перегревать шоколад выше 45-46 градусов. Теперь снимаю с водяной бани и приступаю к темперированию. Непрерывно помешиваю силиконовой лопаточкой круговыми движениями, размазывая шоколад по стенкам миски. Лучше делать это около открытого окна или в прохладном помещении, чтобы температура упала как можно быстрее. Температуру шоколада необходимо опустить до 26 градусов Цельсия. После этого, чтобы темперирование прошло на 100% успешно, необходимо очень быстро поднять температуру на 1 градус. Для этого буквально на полминуты снова ставлю миску на водяную баню. Быстрыми движениями перемешиваю шоколадную массу и проверяю температуру пирометром. Очень важно не перегреть. Как только температура достигла 27 градусов, снимаю миску с водяной бани и разливаю по формам. Украшаю шоколад по желанию орехами или сублимированными ягодами. Если темперирование прошло успешно, через минут 20 шоколад схватится при комнатной температуре. Можно оставить его при комнатной температуре примерно на сутки, чтобы он дозрел, или поместить в холодильник. Если шоколад у вас затемперировался при комнатной температуре, то после извлечения из холодильника он не будет таять при комнатной температуре или в руках. Посмотрите, как хорошо блестит шоколад, и при этом он не тает в руках. Теперь покажу приготовление молочного шоколада в блендере. Таким способом шоколад можно приготовить только в мощном блендере. У меня Raw Meat Samurai. Так же, как и в первом варианте, измельчаю какао-масло и какао тертое ножом. Помещаю ингредиенты в чашу блендера. Добавляю кешью, сухое кокосовое молоко и кокосовый сахар. И начинаю измельчать в блендере на высокой скорости, помогая толкателям. В процессе работы блендера масса постепенно начнет нагреваться и таять. Периодически открываю блендер, перемешиваю массу силиконовой лопаточкой. Измеряю температуру пирометром. Так же, как и в первом варианте, важно не перегреть массу. Температура шоколада не должна превысить 45-46 градусов. Посмотрите, масса стала совершенно жидкой и нагрелась до 46 градусов. Желательно поймать температуру на 45 градусах, и я немного не успела.
Далее темперирую шоколад, как и в предыдущем варианте, интенсивно помешивая его лопаточкой. Желательно делать это в прохладном помещении. Опускаю температуру шоколада до 26 градусов. И поднимаю на 1 градус на водяной бане. Повторюсь, что это очень важно для успешного темперирования. Подняла температуру шоколада до 27 градусов. И теперь разливаю его по формам. Украшаю по желанию сублимированными ягодами и орехами. Как и в первом варианте, темперирование у меня прошло успешно и масса схватилась спустя 20-30 минут при комнатной температуре. Далее можно оставить шоколад при комнатной температуре на сутки, потом поместить в холодильник и хранить его в холодильнике, либо сразу после того, как шоколад схватится, поместить его в холодильник. В любом случае, после того, как вы извлечете его из холодильника, шоколад уже не будет таять в руках ни при комнатной температуре. Этим же молочным шоколадом можно глазировать любые десерты. Например, вот такие сырки из кокосового творога, рецепт которых покажу вам в следующем видео. Если это видео вам понравилось и оказалось полезным, прошу поделиться им в своих соцсетях, поставить лайк и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Также приглашаю вас в свой инстаграм, ссылку оставляю под видео. Там больше информации обо мне и моем образе жизни, а также много интересного помимо еды и рецептов. Жду ваши фотоотчеты в инстаграм, а чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках, жмите на колокольчик под видео. Благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.